Приветствую всех на моем канале. Сегодня совершим небольшой тур по Tesco Extra, который находится в одном из районов Лондона, Улич. Это 4-я зона. Доезжаем до станции метро Улич Арсенал, выходим через любой выход, их там два, поворачиваем налево, Tesco будет уже виден. Можно доехать и до станции Улич на Elizabeth Line, выход там один. Поворачиваете налево, переходите дорогу и идете прямо. По сути, там метров 500 разницы между этими станциями. ТСК – это сеть супермаркетов, продающих продукты питания, напитки, бытовые принадлежности и другие товары для дома. Они также предлагают широкий спектр услуг. Голуби – это визитная карточка ТСК Woolwich. Когда бы вы ни пришли, они всегда здесь. Летают огромные стаи, очень веселят детей и собак. Специальные продуктовые тачки. Это сумка с ручкой на колесиках. Здесь они очень распространены, потому что расстояния очень большие, пакеты тяжело тащить. Недавно приехавшие и студенты ходят закупаться с маленькими дорожными чемоданами. В часы пик, когда очень много народа, тележки заканчиваются. Вот как сейчас. Так что за них почти что драчка. Оставшиеся тележки прицеплены. Их не взять. Повезло, работник как раз подвозит свободные тележки. И хоть они не очень большие, но средних нет, поэтому надо брать хоть такую. Берем тележку. Чтобы взять тележку, нужно засунуть 1 фунт вот в такое устройство, чтобы она отстегнулась. Тачка загружена, заходим в сам магазин. Что интересно, это вход. А толпа людей беспардонно бредет навстречу, как будто это выход. Справа стоит длиннющая очередь в кассе самообслуживания. Магазин очень огромный, и тут много разных отделов. Сначала идет отдел одежды. Сейчас свернем от толпы. На удивление, сегодня все вещи очень аккуратно висят. Но вообще в местных магазинах валяющиеся новые вещи на спорно чистом полу – обычная вещь. Я сняла парочку лишь для примера, но обычно все раз в 10 хуже. И все еще сверху по этим вещам топчутся. Тут вообще кто-то еду накидал.
Ну и немножко мимишного позитива. Пандочки. Обратите внимание, что цены указаны как в фунтах, так и в евро. Правда, насчет курса меня терзают смутные сомнения. Едем дальше. Здесь очень принято продавать многие вещи по сезонам. Например, все для сада зимой вы не купите. Считается не очень удобным. А как вы считаете? Напишите ваше мнение в комментариях. Далее идет отдел детского питания, потом косметика, крема, безрецептурные лекарства и далее продукты. Если пришел во второй половине дня, то тебя могут ожидать полупустые полки. В какой-то момент был дефицит помидоров и яиц, и их попросту не было. А когда появлялись, то их расхватывали за пару минут. Сейчас эти продукты уже есть в ассортименте. Здесь продаются даже саженцы плодовых деревьев, естественно, в сезон. И вот это вот не лук, это нарциссы. Один раз я их перепутала, был очень забавный случай. Да-да, нарциссы. По огурцам, кстати, очень удобно определять рост цен. Я помню огурцы по 49 центов, сейчас 89. Так как в Англии проживает огромное количество других национальностей, то магазины подстраиваются под спрос покупателей. Как говорится, есть спрос, будет и предложение. Соответственно, можно найти очень разные удивительные продукты. Для нас немного странно видеть такие огромные расфасовки риса по 10 килограмм. А здесь, как видите, его разбирают. Ну, также и с маслом по 5 литров. Здесь есть отдельный халяльный отдел с мясом. Есть кошерные продукты. Есть также продукты дальневосточной азиатской кухни. Лапша, удон, рамен. К счастью, есть и небольшой отдел с так называемыми восточноевропейскими продуктами. Там есть пельмени, колбаски, кефир, йогурты и творог. К сожалению, выбор очень маленький, некоторые товары всего по одному наименованию. Молоко бывает органическое, вот там на верхней полке, оно более дорогое, и обычное. В основном оно делится на 3 вида. Очень жирное с синей крышкой, среднежирное с зеленой крышкой и обезжиренное с красной крышкой. Тут, конечно, очень много разного чая, но некоторые упаковки своими размерами очень удивляют.
Многие товары, в зависимости от качества, могут быть в очень разной ценовой категории. Например, у варенья это очень заметно. Отдел воды. С водой связано очень много интересных историй. Одно лето было ужасно жарким, и с водой была полная катастрофа. Разметали всю воду, дешевую и дорогую. Привозят палету воды, через пару минут ее уже нет. Причем ее могут привезти и утром, и днем, и вечером, то есть ты должен ее ловить на удачу. Потом ввели ограничения на покупку воды. Продавали определенное количество бутылок в одни руки. Причем во всех магазинах. В общем, это был квест, кто урвет себе воды. Ну, с туалетной бумагой было то же самое. Fill your basket with better choices every time you shop. Foods that are under 100 calories, plant-based, low and no alcohol are just some of the products you'll find as part of Better Baskets, as well as products that are in reusable, reduced or recyclable packaging. Look out for the logo next time you shop and spend less on making better choices with us, because right now... Ну что, идем на кассы. Есть кассы самообслуживания и обычные кассы. Кассы самообслуживания делятся на для корзинок и для тележек. Но народ без разбора с корзинками идет где тележки и наоборот. Вот и закончился мини-тур по Tesco Extra Woolwich. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!